Всем привет! С вами Виктория де Мора, и вы на моем канале о духовности. И так как мой канал о духовности, о свободе духа, хочется рассказать вам о том, что многие люди в последнее время пропагандируют так называемую духовность, так называемое пробуждение, но они не говорят самого главного. Они говорят то, что нам нужно освободиться от ума, признать то, что все, что происходит в нашей жизни, это творит наш ум. Так оно и есть. Однако основная масса этой пропаганды идет из так называемых учений Востока, да, Садгуру, да, там Оша, то есть такие учителя, которые в ведической традиции и где люди живут немножко в других условиях, даже природных, погодных. То есть на самом деле все люди в мире живут в разных условиях природных. И эти условия заставляют их адаптироваться к окружающему миру. Поэтому некоторые учения могут подходить, а некоторые учения могут не подходить. Вот. Но речь не об этом, а о том, что в последнее время пропагандируется вот эта духовность, которая говорит о том, что вам не нужно ничего делать, а только осознать себя всем, осознать себя сознанием, которое творит этот мир, осознать то, что вы сами ничего не делаете, все происходит само. На самом деле так и есть. Но разница в том, что когда ребенок осознает, что происходит все само, и когда взрослый осознает, что происходит все само. Это огромная разница. И заключается она в том, что само по себе, надеюсь, меня слышно, потому что бывало так, что я записываю, а потом нет звука. Освобождение от ума должно происходить тогда, когда вы начали осознавать свой ум, когда вы начали осознавать, что ум — это такой же орган в вашем теле, как зрение, обоняние, да, как чувство. Как говорение. То есть все, что мы делаем телом, это относится к телу. И ум также относится к телу. То есть ум является одним из инструментов тела. Однако этот инструмент, он не то чтобы более сложный, на самом деле в человеке все инструменты сложные, что зрение, что голосовой аппарат, да, любую систему человека возьмите, и вы обнаружите, что она непроста. Но ум является крайней точкой, за которую человек выходит, когда познает так называемое единое сознание, познает Бога, Творца, Вселенную. То есть ум — это крайняя точка познания человека, которая является преградой для выхода из ума. Вот.
сегодня популярно быть не в своем уме, быть сумасшедшими или а, быть, сойти с ума, да. Это популярно, потому что на самом деле имеет другое значение. Это как раз и означает то, что вы не являетесь заложником своего ума, а ум является всего лишь инструментом, который вы используете так же, как используете глаза, голос. То есть ум такой же инструмент, но из-за того, что он является пограничным, то есть он находится на границе а, материи и нематерии. То есть он неосязаем, да, то есть вы потрогать его не можете руками. Хотя голос вы тоже не можете потрогать, да, но вы как-то слышите, да. Понятно, что мы ум также распознаем, да, своим умом, понимаем, да, других людей, как мы понимаем, потому что мы понимаем также своим умом. То есть ум — это аппарат, то есть это инструмент нашего познания мира. И он настолько сложный, что поэтому его поставили на границу между видимым и невидимым. Он настолько сложный, что именно благодаря своему уму мы создаем иллюзии. То есть если вы представите свой ум в виде компьютера или искусственного интеллекта, то есть того, что как бы отдельно от вас и используется только для чего-то. Но пока мы не можем его отделить от себя, то есть мы не можем его увидеть как отдельный орган, который используется для чего-то. Мы находимся внутри него и живем в иллюзии, потому что именно ум создает нам наши иллюзии. Именно ум создает нам все образы в голове, все картины, все, что мы можем себе представить, у нас образуется изначально в нашем уме. И является ли это нами? То есть если мы себе напредставляли чего-то там, является ли это нами? Нет. Это ум как наш, то есть как проектор, который показывает нам кино. Но это кино происходит у нас же в голове. То есть если мы проектор и кино видим как две отдельные вещи, ну, когда мы ходим в кино, например, да, мы сидим и смотрим на экран то, что нам показывают. Но ум является проектором внутри нашей головы, и экран также находится внутри нашей головы. И получается, что мы как бы становимся заложниками того, что проигрывает нам наш ум. К чему я это говорю? К тому, что само по себе отделение и распознавание того, что делает наш ум, позволяет нам взять над этим контроль. То есть когда мы видим, что есть кто-то, кто видит и проектор, и экран, это позволяет нам задавать программу, которую и будет показывать этот проектор. А когда мы не осознаем, что мы сами задаем программу,
того кино, которое показывает нам наш проектор, тогда мы являемся мы не видим этого, и мы как будто участники. Мы участники этого кино. Мы реально участники, потому что мы все равно внутри. Но вопрос в том, что нравится ли вам играть в это кино. Нравится ли вам проживать это кино, то, которое транслирует вам ваша жизнь. И когда мы не видим, мы не видим. По-другому не сказать просто. Поэтому говорят сойти с ума, что это для ума необъяснимо, да. Потому что то, что мы не видим, мы не видим. Это никак не объяснить. Что мы не видим? Мы не видим то, что мы не видим. Тавтология, но в этом и заключается истина. А когда мы осознаем, что и проектор, и экран находятся у нас в голове, и все это является одним инструментом, нашим умом, который создает иллюзии, то есть который создает кино. Создает кино сам. И нам его транслирует. И мы думаем, что мы и есть это кино, и мы живем эту жизнь, мы играем главные роли. Но мы можем этого не замечать, когда? Тогда, когда нам все нравится, когда не настал тот момент, а, в детстве также мы можем этого не замечать, да. То есть у самого по себе, к чему я начала это говорить, я хотела вообще-то донести до вас то, что сам по себе ум это наш инструмент. И мы здесь, на мой взгляд, рождаемся и приобретаем наш опыт. Для чего? Для того, чтобы развить вот этот инструмент ума. Это многие сравнивают людей как, что мы как будто нейроны в мозге, в разуме Вселенной, да. Но чтобы быть действительно нейроном, который способен генерировать, пропускать тот объем энергии, потому что из энергии все это создается. То есть, чтобы быть тем нейроном, чтобы пропускать тот объем энергии, который позволяет жизни существовать, то есть позволяет создавать иллюзию жизни. Опять же, мы приходим, да, к иллюзиям. Просто это с одного уровня это видится так, с другого уровня это видится как иллюзия. Так вот, чтобы мы были достойными, что ли, нейронами, да, нам нужно развивать свой аппарат ума. То есть если мы не развиваем свой аппарат ума и уже пытаемся выйти на так называемое просветление, которое сейчас пропагандируется из каждого утюга, все хотят стать просветленными, все едут на вот эти темные ретриты, все хотят познать самадхи, научиться выходить из тела. Да, это возможно. Любой может это сделать. Но представьте себе ребенка, которому дали в руки нож или какой-то сложный инструмент, который из-за того, что ребенок не знает, как им пользоваться, да, может навредить не только себе, но и
окружающим, да, или окружающему миру. Так вот, наш ум является таким же инструментом, точнее сказать, здесь, если перенести, то наш ум, он изначально ребенок, которому нужно расти и познать, что набираться знаний, набираться опыта, да, чтобы научиться пользоваться вот этим инструментом, который ему дали. Но ключ заключается в том, что как бы и ребенок, и инструмент — это одно. Вот человек с неразвитым умом, да, а ум — это инструмент, который сам же человек и должен как бы развить. Понимаете? То есть обучением, набиранием опытом, расширением своего кругозора. То есть на самом деле само по себе вот это просветление происходит автоматически у людей, которые занимаются с развитием своего ума, и это не про уровень IQ, да, что уровень IQ может быть определен только в определенной области, например, да, а в каких-то других областях человек не развивается. В идеале нужно как бы во все сферы расширяться, но совсем во все сферы мы не можем расширяться, потому что у нас есть все равно изначально заложенные в нас качества, которые как бы ограничивают, да, наше расширение. Ну, то есть у нас есть какие-то определенные, ну, это к стихиям относятся, определенные задатки. То есть у кого-то это предрасположенности, да, у кого-то предрасположенность в одну сторону развиваться, да, хорошо получается, у кого-то в другую. И развивая эти стороны и расширяясь, да, рядом в области, в какие-то, там, кому-то нравится там музыкой заниматься, кому-то там философией, может быть, да, кому-то, может быть, программированием или еще чем-то. И когда мы углубляемся в одну область, потом расширяемся в близлежащие области, тем самым наращивая свой опыт, знания. А сам по себе для чего нужен опыт и знания? Для того, чтобы наш инструмент ума, мы как бы его как будто формируем в течение жизни, мы формируем наш инструмент ума. И когда он сформирован до такой степени, что мы начинаем замечать, как он работает, тогда мы автоматически отделяемся от этого ума и обретаем просветление. То есть сказать, что ребенок может стать просветленным, может, если он достиг этого в прошлых жизнях, да, если у него был уже этот опыт, потому что вот этот опыт, он записывается, ну, там, в хронике Акаши, да, в Вселенскую библиотеку, так сказать, да. То есть если у сознания уже был этот опыт, то он может быть активирован в этой жизни уже в детском возрасте. Именно так те самые там тибетские там ламы ищут свои реинкарнации в детях, да. Так вот, это если у нас уже был такой опыт. А если такого опыта не было, то ребенок не может автоматически, да, автоматически достичь этого уровня, потому что это сборка конструктора. Вот как бы ребенку дается конструктор, и дальше он собирает его. То есть мы в течение своей жизни собираем вот этот конструктор в своей голове, ума. И когда мы его собрали, происходит просветление, происходит отделение. То есть мы понимаем, что этот конструктор, этот наш ум не является нами, что это не мы, а это вообще-то
отдельный инструмент, который мы используем в этом мире, который нам для чего-то нужен. Понимаете? Так вот, те, кто пропагандирует, что не нужно ничего делать, я вот только осознал и сразу просветлел. Нет, он не только осознал и сразу просветлел. У него сформировался, то есть у него в течение жизни формировался его конструктор. И этот конструктор, его инструмент ума, и этот инструмент, ум, который называется, да, и этот инструмент дошел до той степени, что его масса стала достаточная. То есть его масса стала достаточная, чтобы стать заметной для нашего безграничного сознания, которым мы и являемся. И когда это безграничное сознание видит, что это не оно, тогда происходит просветление. Это моя версия. Хотите в это верьте, хотите нет. Это то, что я познаю на своем опыте и вижу, как развиваются и растут другие люди. Просто во многих людях, ну, знаете, как на автоматическом уровне проявляется так называемый, то есть проскакивают какие-то там умные мысли, там просветленные, что-то вот проскакивает. Потому что на самом деле мы все вот, ну, оттуда, мы из единого сознания, и где есть все знания, и если нам необходимо, мы можем к этому подключиться. Можем подключиться и получить какие-либо знания. Но суть в том, что мы можем подключиться, когда у нас есть необходимый инструмент, а ум и является этим инструментом. То есть не развивая этот инструмент, вы не сможете, то есть вы можете выйти, но вы там не получите, то есть как бы не то чтобы знаний, вы можете знания-то эти получить. Но это, знаете, как все равно, что у вас нет навыка там, читать на иностранном языке, да, и вам дают кучу книг на иностранном языке. Сможете ли вы их прочитать, если у вас нет знания? Вот знания и являются тем самым инструментом, который поможет вам расшифровать то, что находится в общем едином сознании. А там на самом деле все является шифром. Вот как программисты пишут код на компьютере, да, программу. Вы, смотря на этот код, можете сказать, что это, не знаю, нарисован, то есть что это там? Это дерево, море, а это вот человек. Сможете? Если вы не программист, если вы не разбираетесь в этом, то вы не сможете сказать, что то, что там написано, является вот этим. Так вот, знание — это и есть наш ум, это и есть инструмент, который позволяет нам расшифровать то, что там есть. Поэтому в первую очередь нужно получать образование, получать знания, то есть развиваться и расширяться в те области, в которые нам интересно расширяться, тем самым реализовывая себя, и тогда мы автоматическим уровнем получаем так называемое просветление, выход вот на те уровни. У многих это может занять несколько жизней, может быть, даже 1000 жизней. Это все зависит от, ну, не то чтобы уровня души, да, потому что души, они тоже где-то зарождаются, да. Понимаете, здесь настолько это все сложно. Просто эту тему я тоже изучаю, и это долго очень рассказывать. Может быть, как-то в другой раз я расскажу. Или на своих программах немножко раскрою завесу тайны. Вот, поэтому к чему я призываю вас? Призываю вас не кидаться сразу в медитации и темные ретриты, чтобы обрести просветление. Потому что даже если вы это сделаете,
Не факт, что вы сможете что-то понять, то, что оттуда вам будет приходить, расшифровать то, что там вы увидите. Вот и все. В этом отличие. Но то, что становится это мейнстримом и так популярным, потому что все, то есть планета движется именно туда. Планета движется к просветлению, и чтобы люди выходили из своей коробочки ума, да, из страдания, потому что на самом деле вот этот инструмент ума и приносит так называемые страдания. А, Потому что мы застреваем в нем, мы не знаем, как им пользоваться, и застреваем в определенных его программах. То есть, если он создает иллюзию, он создал иллюзию, наш ум, и мы в этой иллюзии, ну, как бы поверили, застряли. Чаще всего это незавершенные процессы, то есть застревание это как бы незаконченный процесс. Вот. И то, что там я изучаю на уровне там, психологии и трансовые техники, которые я даю у себя на программах, у себя на тренинге, мини-курс уже почти готов, скоро его выпуск. И эти программы, то есть то, что мы застреваем в уме, приносит нам страдания. А чтобы выйти, то есть выйти из этого застревания, есть определенные правила, техники, да, которые помогают освободиться от этого, помогают выйти из этих программ, выйти из этих иллюзий. Это еще не говорит о том, что вы сразу станете просветленным, когда вы выйдете из этих иллюзий. Но на самом деле просветление — это вообще выход из всех иллюзий. Да? Но первоначальная стадия — это хотя бы избавиться от минимального, да, от тех страданий, которые сейчас у вас там есть, в которых вы залипаете. Вот. Так вот, есть специальные техники, которые я и даю на своих программах, чтобы выйти из этого застревания. Они мне помогли просто 100 крат, 1000 крат. То есть я стала себя ощущать вообще намного по-другому. Даже больше стала понимать, что такое свобода, потому что в голове нет этого застревания и вечного этого пережевывания какой-то там ситуации. А иногда даже бывает так, что мы в дальний ящик засунули что-то, что мы не прожили, и это потом всплывает автоматически, да, вы как-то реагируете автоматическим образом на что-то, но вы не можете понять, откуда у вас эта реакция взялась. Вот когда такое происходит, это значит застарелая программа, то есть это было очень давно, и это уже как бы у вас на подкорке записалось. Но это не значит то, что вы не можете это изменить. Вы можете изменить все, что угодно, потому что вы контролируете то, что создает иллюзии. Вот. Вот у меня тоже было вообще это много очень программ, по-моему, у каждого человека очень много программ. И я просто не понимала, почему это так, почему люди попадают в эти программы. И потом мне пришло вот как осознание. Ну, буквально буквально недавно слушала одного просветленного, да, и мне пришло осознание, что, ну, это как бы не из-за него пришло осознание, а из-за того, что я все-таки много знаний, то есть изучаю много чего изучаю, и секретных тоже знаний изучаю. И пришло осознание, что люди застревают в этих... Почему это так? Потому что мы здесь все для того, чтобы взрастить в себе вот этот инструмент ума. То есть мы его в себе выращиваем, мы его формируем в себе, инструмент ума.
И как бы это ни звучало, то есть само по себе там формирование выращивания, то есть э, оно может, ну, разные иметь последствия, что ли, да. То есть разные могут быть реакции, да. Где-то получилось, где-то не получилось, где-то застрял, где-то не застрял. То есть таким образом, то есть это как бы хаотично происходит, потому что это неизвестное, да. То есть это нечто неизвестное. То есть из-за того, что мы все уникальны, мы каждый формирует свой инструмент ума. То есть свой, ну если, ладно, не буду я это дальше уходить. В общем, свою конфигурацию. Она уникальна. Поэтому нету тех, с кого бы можно было взять, ну, то есть не с кого скопировать. Понимаете? То есть что-то мы копируем с кого-то, и у нас получается там, может быть, хорошо, да, а что-то вообще не получается. Потому что все, то есть мы каждый уникальный из-за этого. И поэтому происходит очень много так называемых застреваний, но с ними тоже можно работать. Эффект, причем у меня ощутился сразу. Прям вот после первой техники, ну, скажу честно, первой же, после первого удаления блока в своей голове, то есть после первой же разблокировки, да, то есть а, избавления от программы, которая с детства была, после первой же практики я начала петь. Ну, каким образом? Я пела и до этого, ну, в смысле, пела до этого, то есть я пыталась начинать и до этого петь, но мне мешали всякие физиологические особенности, там, в виде там щитовидка барахлила. Вот. А после первой же практики я не могла себя даже целый месяц, наверное, остановить. Мне прям хотелось петь, и я брала караоке и пела. То есть, как, знаете, это как пробило горловую чакру, да, вишудху. Пробила вишудху чакру после одной практики работы со своим умом по освобождению от старых программ. Вот. И таких блоков у нас, таких заморочек у нас очень много, у каждого сидит. Поэтому не хотела я делать из этого какую-то рекламу, но это работает, и приглашаю вас к себе на свои программы. Ссылки будут в описании. Если вы ничего не найдете там, то приходите на мой телеграм-канал. Там скоро появится, если еще не появилась, то скоро там появится вся информация о том, что мне помогло и что помогает работать со своей головой довольно-таки простыми инструментами, но очень действенными. И в реальной жизни они, ну не знаю, если бы я вам сказала, что после этого ваша жизнь изменится, она перевернется полностью, что бы вы мне сказали? Вы можете не верить, а можете просто проверить. На этом я закончу. Прекрасного времени суток. Подписывайтесь, ставьте лайки. Любви вам. Пока-пока.